Всем привет! Значит, у кого выскочила вот такая ошибка по регулятору давления наддува P334B2.0, механическая неисправность. Вполне вероятно, причина вот этой ошибки — это закисший шток актуатора турбины. Значит, достаточно его будет разработать и смазать. Значит, вот эта ошибка, она дает также ошибку EPC, вот слева, да, у вас зажигается, и Check Engine, то есть у вас будет два значка гореть. EPC появляется, когда вы будете нажимать на газ, то есть у вас шток не будет ходить внутри там актуатора, да, ну, возле турбины. И как только вы завели машину, вот она у вас, допустим, простояла какое-то время, у вас сырая погода, и закис этот шток, значит, вы сели, завели, и, допустим, газ даете, у вас сразу же ошибка выскакивает, EPC и Check Engine. Вот, то есть, это считается как бы ошибкой двигателя, да. Ну, на самом деле, действительно, мы смотрим в блоке электроника двигателя и коды неисправностей. То есть, эта ошибка относится к двигателю. Вот, значит, я сейчас уже смазал. Я уже смазал сейчас шток, он у меня разработался, я его размочил ВДшкой, разработал. Вот, он должен ходить от руки, там, может быть, в следующих отрывках я покажу. Вот, и теперь что? Я хочу удалить ошибку и протестировать в ASI диагностом дроссельную заслонку. Значит, вот этот вот шток, вот его видно, да? Значит, закис. Машина долгое время стояла. Значит, у нас что? Шкода Октавия. Вот, Шкода Октавия. Вот. Значит, машина долгое время стояла, и этот шток подзакис. Он закисает вот в этом месте. Я сейчас попробую туда вот. Значит, вот где вот показываю, да? Вот эта горячая часть, она очень быстро нагревается, и вот в этом месте тут две шпильки, ну, то есть одна шпилька на самой тяге, вот на этой, да, вот тяга, вот, и, значит, с этой стороны там две шпильки, ну, понимаете, да, значит, и вот эта вот верхняя часть, она прикипает, когда машина особенно постоит, соответственно, ошибка выскакивает по актуатору. Вот. Хотя на самом деле можно попробовать просто разработать. Значит, смазать вот здесь, вот в этом месте. Вот здесь. Это место очень быстро нагревается, прямо вот когда машина стоит. Вот. Должно все ходить от руки. Вот так. То есть я правой рукой сейчас двигаю. И этот ход, видите, то есть шток, он плотно, но ходит от руки. А до этого он у меня был намертво закисший. Вот. То есть я его двигаю пальцами прямо. Раз, влево, вправо, влево, вправо. Вот. Разработал. А до этого сдвинуть не мог. И ошибка выскакивала. Ну, смазывал просто РВшкой, ВДшкой, у кого что есть. Шикаем периодически. Греем машину, чтобы была теплая, да, и смазываем. Смазывать будем вот такой смазкой MC 1600. Смазка для суппортов ВМП Авто. Вот, она керамическая. Вот, поэтому попробуем. Ну, я попробую, смажу. Ну, в принципе, я уже до этого мазал. Она хорошо, то есть она не смывается и держится хорошо на металле. Так что всем на заметку. Значит, для того, чтобы тестировать. Тестировать буду первый раз. Когда у меня был закисший шток, у меня тест дроссельной заслонки тоже через Васю. Вот через эту же программу. У меня версия программы 17.5, по-моему. Ну, старая какая-то. Вот. Значит, когда у меня был закисший шток, у меня этот тест заслонки не проходил. Вот, теперь я шток разработал, он ходит там от руки, то есть я его рукой вот так двигаю, он там ходит, все нормально, то есть и у меня исчезла ошибка EPC, то есть я завожу машину, даю газ, например, да, то есть газую, у меня ошибка EPC не приходит, но у меня осталась Check Engine.
Check engine остался, потому что, скорее всего, висит в памяти до сих пор вот эта ошибка по актуатору, да, что как будто он неисправен. Теперь я его удаляю. Вот, значит, я его чищу. Очистить. Так, очистить. Так, очистили. Значит, готово, назад идем. Так, все, видим, что чек погас, да, чека больше нет. Теперь идем в базовые установки. Вот, видите, проверка турбонагнетателя. Вот. Я думаю, что в Odyssey кто-то делает через Odyssey, кто-то делает через Васю, но насколько я понимаю, это всего лишь просто тест. Тест актуатора турбины. Вот. Делать буду первый раз. Значит, предыдущий раз, когда я здесь вот делал, да, то есть проверка турбонагнетателя, нажимаем кнопку «Прочитать». Значит, он просит нажать две педали. То есть у нас там две педали, да, газ, тормоз. Коробка у нас автомат. Значит, он просит нажать тормоз и просит нажать газ. То есть сначала жмем тормоз, потом жмем газ. Вот. И при этом запускается тест. Вот. Когда предыдущий раз, когда у меня шток был закисший и была ошибка EPC, Check Engine, машина не ехала, кстати, да, потому что актуатор там не ходит, машина не едет. Ну, едет, но так, слабенько, да, то есть не так, как должна 1.4. В данном случае 1.4 мотор. Вот, значит, что, будем пробовать сейчас сделать тест турбонагнетателя. Вот. Это, скорее всего, это просто тест, это даже не калибровка. Вот, но я хочу просто посмотреть, как это будет выглядеть. Так, вот я опять зашел. Ошибка выскакивает по селектору. Надо будет селектор потом разбирать, делать. Ладно. Значит, что делать? Сейчас у нас не законнектится, да, программа. Значит, давайте заведемся. Так, завелись. Все. Значит, ошибок нет, кроме как по селектору. Ну и ладно. Значит, что у нас? Давайте еще раз пробуем прочитать. Соединилось у нас, интересно. Ну, ругается, потому что, да, неактивная сессия. Так, значит, давайте еще раз дойдем назад. Так, выбор блока управления. Заново подключимся к блоку управления. Так, вот он загружает. Так, загрузилось. Значит, идем в электронику двигателя. Так, сбоит приложение. Так, сейчас посмотрим. Так, загрузилось. Теперь идем в базовые установки. Опять проверка турбонагнетателя. Прочитать. Вот, нажать на педаль тормоза и выжать педаль акселератора. Значит, левой ногой я нажимаю, левой ногой нажимаю на педаль тормоза, нажал. Правой ногой нажимаю на педаль акселератора. Конец проверки, система в норме. Вот, видите? Значит, что он пишет? Конец проверки, система в норме. Все. Значит, я отпустил газ, тормоз, отпустил. Все. А когда был актуатор закисший, то есть не двигался этот шток, не двигался там, да, она писала система не в норме. То есть то же самое, один в один. Я просто нажимал левой ногой тормоз, правой ногой акселератор, и мне здесь писала система не в норме. Вот и все. То есть это просто проверка актуатора. Скорее всего, он, ну, как-то его там восстанавливает, устанавливает там 0 там, и какие-то, может быть, пару там движений делает этим актуатором, и все. И на этом это даже не калибровка. То есть калибровка — это более тонкая настройка уже актуатора турбины. Ну, в принципе, мне больше ничего не нужно. У меня машина заработала так, как должна. То есть мотор, все, поехал. То есть актуатор разработался. Вот. Вот. Успешно завершено. Ну, вот. Все. В принципе, больше пока что мне ничего не нужно.